Всем привет! Овощное рагу, приготовленное в духовке. Что я могу сказать про это блюдо? То, что это вкусно, и так понятно, иначе я бы его просто не приготовил. А вот то, что это полезно, сказать нужно. Потому что все овощи, приготовленные в этом рецепте, не жарятся в огромном количестве масла. Они вообще тушатся без масла. Я добавлю его в самом конце, для вкуса. Овощи будут томиться в собственном соку, зеленью, приправами. И это, как бы вам так сказать помягче, вкусно, блин! А что еще нужно? Здоровая и вкусная пища ценится вдвойне. Так что сегодня на моей кухне двойное удовольствие. Желаю вам приятного просмотра. Пожалуй, я начну приготовление овощей с картофеля. 700 грамм картофеля, это 5-6 штук средних размеров, очищаю от кожуры. И нарезаю крупными кубиками. Вообще для овощного рагу все ингредиенты я стараюсь нарезать одинаковой формы и величины. Картофель перекладываю в кастрюлю. Заливаю водой и варю до полуготовности примерно 5 минут после закипания воды. Картофель перекладываю в форму для выпечки. Два баклажана нарезаю крупными кусочками квадратной формы. Плодоножка у одного из баклажанов напомнила мне голову ворона. Интересно. Перекладываю баклажаны к картофелю. Теперь на подходе мой любимый братец лучок, так сказать, противник поцелуев. Взял 2 луковицы, очистил их и шинкую полукольцами. Лук отправляю к общим ингредиентам. Следующим шагом беру ингредиент, который позволяет быть хорошим слушателем. Ну, вы меня понимаете, это чесночок. Тут как бы не наговоришься. Хотя, хорошая новость, после тепловой обработки ни лук, ни чеснок вам не помешает быть хорошим собеседником. В общем, мелко нашинковал 5 зубчиков чеснока и перемещаю его в форму для выпечки. В идеале такое блюдо нужно делать максимально красочным и ярким. Поэтому я взял 2 сладких перчика разных цветов. Один красный, другой желтый. Удаляю корешки и семечки. Затем шинкую их крупными кусочками. Перекладываю к остальным овощам. Я немного придавил овощи, чтобы хватило места еще для одного ингредиента. Пришло время заняться томатами. 3 томата сначала разрезаю вдоль. А затем каждую половинку делю еще на 4 части. Томаты знакомлю с остальными ингредиентами. Овощи отправляю в разогретую духовку на 60 минут при 180 градусах. В процессе приготовления я несколько раз перемешивал овощи для равномерного приготовления.
Примерно за 5-7 минут до приготовления овощное рагу заправляю 2 столовыми ложками томатной пасты. Добавляю 2 чайных ложки сахара, он послужит мне для баланса вкусов. 2 чайных ложки соли. 1/3 часть чайной ложки черного молотого перца. 1 чайную ложку базилика. И 1 пучок нашинкованной зелени. Я использую лук, укроп и петрушку. Все перемешиваю. И отправляю обратно в духовку до готовности овощей. Овощное рагу в духовке готово. Выкладываю его порционно на тарелки и подаю на стол. Желаю вам приятного обеда или ужина. Спасибо за просмотр. Мне было приятно создавать для вас этот ролик. Надеюсь, вам было приятно на него смотреть. И вы бомбанете мне жирный лайк. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока.